Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзоре будет в простонародье паркетка, либо ручная циркулярная аккумуляторная пила. Значит, вот в такой упаковке она приехала. Специально показываю упаковку, потому как упаковка просто, друзья, суперская. На этой стороне упаковки, как мне тут показать, в кадр все не лезет. Вот. Ну и здесь характеристики. Значит, 5200 оборотов, 185 диск циркулярный, посадка 20 миллиметров. Под углом можно резать от 0 до 50 градусов. Глубина максимальная пропила 62 миллиметра. Ну и вес 3,43 килограмма. Вот, теперь вскрываем. Просто хочу показать особое внимание на упаковку. То есть, как я называю такие упаковки 3D. То есть, здесь есть, видите, разного рода из картона предусмотрены вот такие переложки, или как их назвать, не знаю. Ну вот, если пилу мы достанем, ох ты, посыпалось все, то там, видите, тоже у нас есть углубление. Ага, видите, как вам показать, я даже не знаю, все в кадр не лезет. Вот такие углубления, то есть все классно, просто упаковано. Ну и вот, собственно говоря, наш весь комплект. Так, пилку мы тоже извлекаем из такого вот пупырчатого пакета. Имеем инструкцию, опять же, я назову это просто макулатурой. Инструкция общая, ничего тут по теме пилки даже мы с вами особо и не увидим. Поэтому это просто макулатура. В комплекте сама пилка. Довольно качественно изготовлена, хочу сразу сказать. Есть патрубок для отвода стружки, то есть для подключения пылесоса. Давайте мы подключим. Здесь две проушины и два таких вот выступа. То есть вставляем и вращаем. Вот таким образом. Подключаем пылесос, собираем стружки и опилкой. И, конечно же, комплектуется диском. Вот такой вот, друзья, диск. Давайте прочтем, что здесь написано. Диск, зубья защищены. Вот такой вот разрезной трубочкой. Ну и вот наш диск. Значит, диаметр 185, толщина 1,2, 40 зубьев. Ну и посадка 20 по ходу. На второй стороне у нас ничего. Ну и вот такое вот переходное колечко с 20 на 16 диаметр. Оно в нашем случае не понадобится. Давайте немножко посмотрим на саму пилку. Наша пилка состоит из вот такой вот алюминиевой площадки. Площадка имеет зазоры. Принес я фонарик. Включаем режим Moonlight. Попробуем на таком режиме. Что там, конечно, не хватает, конечно же, третьей руки. Ну вот. Вот как тут все показать, я даже и не знаю. Ну, давайте как-то так. Так. Не знаю, как это все удержать. Ну, под пальцами вы уж извиняйте. Надеюсь, что-то там видно, да? Короче, здесь, ну, буквально, наверное, пару соток, если есть зазор. А так площадка, в принципе, ровная. Я, допустим, доволен, так как ничего особо супер там точного я, конечно же, делать этой пилой не буду. Вот. Но есть, конечно, мастера, которым надо все в нолях, но супер мастера, вы сами понимаете, таким инструментом, наверное, и не пользуются. Вот. Есть также здесь огромный минус. То есть, смотрите, что у нас предусмотрен здесь гайка а-ля барашек, такой винт под установку упора. Вы, наверное, понимаете, линеечка с упором, да, для распиловки с упором. Но в комплекте, и насколько я понял по другим обзорам, никому данная линеечка не приходит. Ну, данную линеечку можно, в принципе, своять как бы и самому. Ключик у нас здесь. Все типа а-ля Makita. Ну, в принципе, наверное, это копия Makita и есть. Очень меня порадовали регулировки. То есть, отпускаем и регулируем. Отрегулировали сколько нужно. Зажимаем. Все держится мертво и жестко. Здесь отпускаем и регулируем глубину реза. То есть все досконально, четко, просто и надежно. Бах, зафиксировали, все, никуда ничего не едет.
Также понравился кожух. Кожух у нас металлический, защитный. Мягкий довольно ход. Установлен отбойничек резиновый, амортизатор. Вот, чтобы не было сильных ударов. То есть все тоже супер и класс. Не то, что я там хвалю ее, но вот показываю, рассказываю. Вы сами все видите. Кому-то может где-то кто-то для себя увидит и минус. Я пока в этом минусов не вижу, так как, опять же, я там супер точных работ не делаю. Где-то что-то разогнать, подогнать, распилить фанеру и т.д. и т.п. Меня полностью устраивает. Хотя я еще ей не работал. Видите, все новенькое. Из минусов что я нашел? Давайте смотреть. Смотрите, есть вот такой вот ограничительный а-ля резиновый, даже не резиновый, а, наверное, это ТПУ такой пластик жесткий. Ну, из чего, опять же, печатаются у нас чехлы для телефонов. То есть, по идее, он должен ограничить у нас угол 45 градусов. Вот наш угол 45 градусов. Но, друзья, если мы выдвинем... Так, где наша меточка? Вот наша меточка черная, я не знаю, вам видно? Да, видно. И вы сами видите, что до 45 градусов наша метка не дотягивает. Вот. Снимаем этот ограничитель, он так вот, флажочек в бок. И тогда уже, конечно же, мы можем выставить 45, 50. Вы помните, на коробке указано 50 градусов. Но на градуировке есть еще и сколько тут? 55, что ли, я, честно говоря, плохо вижу. Вот, и 50, по-моему, 5 градусов. Если мы все это дело складываем обратно, опять же, обратите внимание, 0 у нас, где у нас фокус? 0 у нас не совпадает. Но это поправимо тем, что мы можем, видите, немножко пододвинуть и зафиксировать. Все тогда у нас совпадает. Позже установим диск и проверим, конечно же, углы. Угол 90 градусов, потому что 45 градусов у меня нет угольничка. И проверим угол относительно площадки к диску. Диск у нас устанавливается путем откручивания вот такого вот винта. Здесь у нас простая правая резьба. Винт М6 и простая правая резьба. Имеется вот такая вот шайба, куда устанавливается диск. Кстати, сразу тоже скажу, что делать это как бы немножко непривычно, так как я привык, допустим, вы все знаете, на болгарке у нас вот на этой ответной планшайбе есть проточка под диск. Здесь же все как бы перевернуто, поэтому диск плавает, и мы этой шайбой, пока его найдем, проходит некоторое время. Ну, это, в принципе, такой незначительный минус. Ну и сама, собственно, планшайба. Вот так это все выглядит с двумя лысками. Так, теперь что сделаем? Установим наш диск. Вы уж, друзья, извините, у меня обзоры короткие не получаются. Вот видите, про что я говорю? Нету здесь вот этой проточки, поэтому приходится все это дело ловить непосредственно вот этой шайбой. Вот и сразу диск ушел. Тоже такая довольно опасная вещь. Можно если не поймаешь это все дело, то можно, конечно, остаться и без пальцев. Все это дело раскрутится. Вот видите, что делается. Вот про что я и говорил. То есть очень как-то мне это все не нравится. Вот смотрите. Вот так мы можем и зажать диск. Видите, что делается? Поэтому для меня это вот поиск этот вот центра, это, конечно же, печалька. Можно было сделать все это на той ответной планшайбе, как у болгарок. Так, вынимаем наш ключик. Вынимаем ключик. Ищем наш стопор, блокировочку. У нас кнопка находится вот здесь. Блокировка диска. И, конечно же, зажимаем. Эти вещи надо всегда зажимать основательно. Я потом пережму, а мы сделаем с вами просто запуск. Посмотрим, как это все работает и крутится. Вот, я думаю, достаточно. Еще, конечно же, хочется проверить, не цепляет ли кожух. Как мы видим, зазор у нас до кожуха
приличный, поэтому кожух цеплять не будет. Вот. По всему периметру, по всей окружности зазор у нас как бы хороший. По сборке. Не знаю, какие кому экземпляры попадаются. Здесь как бы по сборке вообще никаких вопросов нет. То есть все четко, все красиво. Ну вот пальцем, конечно, шов ощущается, но это, наверное, есть в любом инструменте. Рукоятка у нас прорезинена, рукоятка под вторую руку тоже прорезинена. Опять же хочу указать на такой минус, для меня лично такой минус, что у нас пила находится по отношению справа, по отношению руки. Я же привык, чтобы, допустим, пила у меня была слева. Но это все свыкнется, стерпится, слюбится, так как здесь мы имеем большое окно, которое подсвечивается светодиодом. Он здесь вот стоит. И в темное или сумерках очень хорошо даже светит, освещает. Что мы с вами сейчас и проверим. Значит, проверять будем на таком аккумуляторе четверочки от Vasai. Вот, а потом будем пробовать пилить уже на нормальном аккумуляторе. Есть у нас кнопка блокировки, то есть без этой, не нажав эту кнопку, видите, курок мы не нажмем. И циркулярка наша не запустится. Ну что, давайте пробовать. Переворачиваем. Краткий запуск сделаем. Останавливается, видите, практически сразу. Это есть большой плюс. Кнопка у нас не фиксируется. Не фиксируется, тоже хороший большой плюс, так как некоторые модели таких пил, я смотрел обзоры, даже есть фиксация кнопки, но это, блин, в этом инструменте, согласитесь, абсолютно ни к чему, не дай бог что, отпустил руку, пилка продолжает работать. Не выдержала душа поэта, так сказать, и решил я все-таки измерить обороты. Итак, сейчас проверим на планшайбе, чтобы у нас наш тестер, наш тахометр не показывал лишь бы что. Для этого включаем и смотрим. То есть без отражайки. Мы видим у нас 0. Клеим отражайку, измеряем обороты. Наклеиваем. Будем надеяться, ее не сбросит. И посмотрим, что у нас здесь по оборотам. Ну что, поехали. — 4433 оборота против заявленных 5200. Сейчас я хочу снять аккумулятор, конечно, для безопасности. Снять аккумулятор и проверить. Так, давайте посмотрим. Мы выставили там 0. Да, у нас установлен 0. Проверим, так сказать, нашу пилочку по отношению к рабочей плоскости, что она нам покажет. Ты смотри. Ага, нет, не смотри. У нас здесь, я не знаю, правда, как вам продемонстрировать. О, наверное, поймал я этот ракурс. То есть 90 градусов нет. Нам надо пилку немножко развернуть. Развернуть сюда, да? Еще. То есть вывести, наверное, в конец. Вот так, за 0. Вот давайте так проверим. То есть пилочка, видите, тоже обнаружился минус. Требует калибровки и доработки. Так, уже немножко я переборщил. Все-таки я добьюсь 0 и покажу вам, что и как должно выглядеть. Давайте так попробуем. Все-таки очень интересно и самому, наверное, и вам интересно. Вы уж извините, что такой длинный обзор получится. О, все, идеал. Идеал. И смотрим, что у нас показывает наша шкала. Вот, немножко выходит, видите, за пределы 0 влево. Поэтому можно какой-либо чертилочкой, либо еще чем нанести свои меточки. И уже у вас, и у нас, и у вас
Она будет резать ровно и красиво. Ну, это касается и других каких-то углов. В основном я делаю не то 90 градусов, не то 45. Других углов мне, в принципе, как бы и не нужно. Так, мы не посмотрели мы подсветку. Так, давайте включим, посмотрим, как светит. А, я снял аккумулятор. Тоже мне обзорчик. Ну, у меня сейчас горит подсветка. Давайте выключим. Хотя, наверное, верхний свет тоже ничего нам не покажет и не даст. Вот видите, вот такая вот подсветка. В принципе, в темноте даже это будет очень даже хорошо видно. Так, ну что, мы с вами, наверное, все посмотрели, все рассмотрели. Плюсы-минусы увидели, да? Теперь разбираю, смотрим, что же у нас там, друзья, внутри. Что там нам китайцы такого интересного сделали. Ставлю на паузу, разбираю и продолжаем. Раскрутил я нашу пилу, да, и совсем забыл взвесить. Так как это очень важный параметр, допустим, на работе, для работы на высоте, она, эта пилка, я бы сказал, будет сильно тяжелая. Не знаю, как я все это умещу на весы. Итак, на весах у нас 0. Ну, давайте пробовать. Как-то, может быть, мы ее и положим. Но вам не будет видно. Вот. Короче, я вам вес... Ага, все валится. Так, мы имеем 3 килограмма 236 грамм. Это без учета винтов и болтов. Куда мне их положить, правда, я уже не знаю. Все это дело валится. Ну, давайте, ладно, на винты мы там 20 грамм набросим, да. И давайте с четверочкой аккумулятором. Хоп. И вес у нас 3 килограмма 833 грамма. То есть, если здесь аккумулятор прицепить, допустим, восьмерку, девятку, это грубо плюс килограмм. Итого мы получим 4 килограмма, там 236 грамм. То есть, довольно увесистая машинка. А если ее еще использовать с моим адаптером, кто видел обзор под 2 аккумулятора, то там, я не знаю, всех 5 кило. То есть на высоте особо где-то там подлезть одной рукой будет неудобно. Ей работать только, наверное, вот 2 руками. Так, болты сыплются. Весы мы вырубаем. И смотрим, что у нас здесь на видимой, так сказать, стороне Луны. Ага, не открутил я флажок. Так, флажочек. И что нам это даст? Ровным счетом ничего. Нам надо откручивать это все дело. И потом все это дело регулировать, да? Вот там у нас выпадает гаечка или винтик. И ничего не получается. Хоп, есть. Вот так это все дело у нас выглядит. Кто будет разбирать. Да, по поводу цвета на видео наша пила ярче. Ну, я думаю, вы все знаете цвет инструмента Heimerdinger. Вскрываем видимую сторону Луны. Пластик тут, друзья, вообще дубовый. То есть это огромный плюс. Очень толстый. Опять же, с множеством разных перегородок и усилителей. Пластик вообще даже не гнется. Слушай, вообще класс. О, даже согнуть не могу. Пластик тут, да. Пластик как пластик. Ну и вот наша, друзья, начинка. Значит, наш двигатель бесщеточный. И плюс заявлено с выносным ротором. Что такое выносной ротор? Чем он лучше? То есть выносной ротор подразумевает больший момент инерции. Соответственно, большую тягу, как бы я сказал, да. А так, в принципе, у нас здесь все как обычно. Вот такой вот уже необычный стоит контроллер с толстезными проводами. Провода даже в термоизоляции. Вот белый провод. Они все в термоизоляции, друзья. Все провода в термоизоляции. То есть отсюда у нас выходят концы без термоизоляции. И потом вот они, видимо, спаяны. Либо там соединители.
переходящие в термоизоляцию. И провода в двигателе у нас идут в термоизоляции. А так, обычный башмак под аккумулятор. Кнопочка микрик. Здесь у нас тоже, наверное, для блокировки микрик стоит. Ну вот как бы и вся схема. Собрана, в принципе, прилично и достойно. Так, ну что же, давайте попробуем открутить движок. Даст ли это нам что-то или не даст, я, честно говоря, не знаю. Ну, давайте попробуем. Вот такие винты на двигателе. 3 штуки. Так, ну что, снимаем движок. Если он снимется. Да, движок, друзья, снялся. Что такое выносной ротор? К сожалению, я его разобрать, друзья, не смогу. Смотрите, сколько у нас обмоток. Уже не 6, как в обычных инструментах, а здесь, по-моему, 12 обмоток. То есть движок реально мощный. Смазка присутствует. Смазка какая-то зеленовато-синяя. И ее здесь, я бы сказал, достаточно. Больше смазки сюда класть не нужно, так как это чревато сильным нагревом и перегревом. Вот так это все дело у нас выглядит с видимой стороны Луны. Значит, сейчас я все это дело, наверное, соберу. Вернее, переверну. И посмотрим, наверное, с вами на невидимую сторону Луны. Что там да как устроено. Так, народ, чтобы разобрать невидимую сторону Луны, нам нужно снять стопорное колечко. Берем специальный инструмент и аккуратными движениями снимаем наше стопорное колечко. Сидит оно, кстати, жестко. Вот такое вот кольцо. Думаю, все вы его прекрасно знаете. И здесь вот механизм нашего кожуха. Там простая, по-моему, пружина стоит. Да, видите, как все это сделано? Простая пружинка. Как она здесь зацепляется. Обычным крючком. Ну ладно, вдруг не соскочит. Тогда мы все посмотрим. В принципе, я так понимаю, здесь больше ничего разбирать не нужно. Нужно открутить вот этих 3 винта. Кстати, вот этот винт уже как бы крученный. Но вполне вероятно, что это могло произойти на производстве. Разбирать буду при вас. Без разных пауз. И посмотрим вот этот вот шпиндель. Что там, да как, да из чего состоит. Зажато добротно. То есть разбирать, пережимать я бы, допустим, не рекомендовал. Если только вы, конечно, хотите разобрать и проверить там смазку. Так, есть 3 винта. Опля. Ну и вот что мы видим. Полностью набита смазкой. Смазки, я бы сказал, наверное, даже больше, чем предостаточно. Подшипники. Все дела. Вот так вот выглядит наша косозубая шестерня и наш, в принципе, шпиндель. Здесь подшипник побольше, но уже туда, друзья, я, сами понимаете, не полезу. Вот, показал, сколько показал. В принципе, это вся темная сторона Луны. Так, наверное, на этом остановимся. Ну и пойдем ее тестировать. Попилим каких-нибудь деревяшек, посмотрим, на что она способна. Конечно же, работать будем не этой 4-очкой. Кстати, это аккумулятор от Vasai, который работает более чем 3 года у меня. Без всяких проблем. Вот видите, я его уже побил тут. Но все работает шикарно и отлично. Аккумуляторы, друзья, от Heimerdinger тоже могу смело рекомендовать. Аккумулятор на 6 ампер у меня проработал 3 года. И потом, ну я его ни разу не разбирал. А как он перестал работать, я его разобрал. Там все банки потекли. Вот. И купила себе аккумулятор от Heimer. Уже тоже больше, чем полгода назад. Который работает до сих пор пока исправно. Работает исправно, и что самое главное, долго. Понятное, друзья, дело, что сейчас вы начнете писать, все это китайский шрот. Это просто они избавляются, так сказать, утилизируя, нам отправляете батареи. Но из всех батарей
Вот что у меня были, допустим. Хеймердингер мне понравились. Отлично. Понятное дело, что оригинал какой-либо, либо самосборка будет в миллион раз лучше этих. Но, опять же, цена, опять же, время. Поэтому я не сторонник самосборок. Ну, как не сторонник? Я сторонник, конечно, но нету времени на все эти сборки. Может быть, найду свободное время, что-нибудь тоже соберу. Все. Собираю все и идем ее тестировать. Приступаем к тестированию, но перед этим хотелось бы сказать пару слов. Давеча, отсняв обзор на столе, сел я его просмотрел, заикнулся о выносном роторе, как указано в описании в магазине, да, китайском. Вот, сказал и забыл, и поехали мы дальше смотреть данную пилку. Так вот, друзья, никакого выносного ротора, вы сами видели, здесь нет, но здесь есть очень массивный, вы все видели, очень массивная крыльчатка металлическая. Так вот, я так понимаю, что китайцы хотели сказать, что на валу есть выносной маховик в виде крыльчатки, который, соответственно, может у нас увеличивать момент инерции. Я понимаю это так. Если я не прав, поправляйте меня в комментариях. Всем буквально будет интересно. Ну а сейчас что-нибудь попилим. Так, народ, решил я этой машинке дать прикурить. То есть будем сейчас резать дуб размерами 70 на 50. Надеюсь, вам видно. Используем аккумулятор Хеймердингер 9 ампер-часов. Поехали пробовать. Сделаю два пила. Здесь кончик немножко был в земле, он, наверное, гниловатый. Ну а здесь уже видно живое дерево. Итак, вперед. Настроим, правда, глубину пропила немножко поменьше. Ну вот как-то так. И поехали. Как масло. И заметьте, дуб полностью живой. Аж как зеркало такой разрез, очень красивый. И, видите, пилка справилась просто с ним на ура. Сейчас я хочу попробовать еще сделать один рез, но подключить уже вот такой вот пирог. Очень тяжеленный. Просто хочу по своим ощущениям посмотреть, тяжелее будет или легче. Имеется в виду не мне, а пиле. Погнали. И вы знаете, что на девятке, что вот на двух этих, что у нас тут поток, на двух шестерках, в принципе, режет по ощущениям буквально одинаково. Так, теперь переходим плавно к сосне. Ну, блин, такие красивые срезы, это что-то с чем-то. Да, дуб есть дуб. Так, ну что, перешли мы к сосне. Значит, сосна у нас ширина 105. И толщина тех же 50 миллиметров, там может 48, да, где-то 50-48. Тоже как краешек этот кончик подгнивший, мы где-то здесь пошастаем его и посмотрим, как он будет пилить. Конечно же, пилить он должен намного легче, чем дуб. Поехали! Вот, быстро, четко, красиво. Дерево у нас не гнилое, дерево, видите, свежее, хорошее, живое. И, как вы заметили, я немножко пытался даже поддавливать, то есть ее хотел задушить, но она как бы не задушилась. Кстати, давайте еще с большой скоростью, еще разок. Ничего ее не берет, все шикарно. Пилит. Ну, а теперь попробуем несколько сантиметров распилить наш брусок вдоль. Не буду я использовать никаких упоров, буду пилить, как пилится. Так, ну что, друзья, поехали. Вот
Вот такой рез, порядка 40 сантиметров. Шикарный, тонкий, красивый и отличный. Так что пилка мне, если честно, зашла. Вот такой вот рез получился, я надеюсь, видно. Тоненький, сколько у нас там диск? 1,2 мм. Ну, здесь примерно 2 мм. Мне, короче, очень даже нравится. Все насквозь, все отлично. Да, давайте еще проверим глубину 62 мм заявленную. Выводим в самый край нашу площадку и погнали, попробуем. Значит, получилось у нас вот так вот распились. Ну что, давайте промеряем, сколько же у нас реальная глубина. А у нас, друзья, все в точности, как заявлено. Ровно 62 миллиметра. Смотреть по этому краю. Ровно 62 миллиметра. Просто отлично. Так, распились мы, распилили, попилить. Но на этом мы не успокоимся. Я хочу промерить обороты вот от такого вот источника сетевого питания для аккумуляторного инструмента. Просто хочу сравнить обороты от четверки аккумулятора, в холостую, конечно, и обороты от данного блока питания. И, наверное, мы на блоке питания сделаем рез под нагрузкой и в холостую, и посмотрим, сколько он потребляет ампер. Ну что, все я подготовил. Машинку нашу подключил к источнику питания. На табло вы видите 20 вольт, внизу будет пусковой ток. Я же его не замечу, так как буду смотреть за количеством оборотов, друзья. И стараться показать, конечно же, их вам. Так, ну что, погнали. — 4511 оборотов. Немножко обороты увеличились, ну а вот пусковой ток я не заметил. Давайте еще раз, чтобы я посмотрел, хотя можно это посмотреть было и в видео. По-моему, 30 ампер заскакивал, да? Да. 33 ампера заброс в холостом режиме. Ну и в рабочем 5 ампер на холостом ходу. Сейчас посмотрим под нагрузкой. Наверное, будем смотреть здесь в гараже, так как на улице абсолютно не видно данного дисплея. Так, я буду резать деревяшку на всю глубину, на все 62 миллиметра. Ну, а ваша задача смотреть за током. То есть практически то же самое, порядка там 30 с копейками ампер. Итак, друзья, на этом, думаю, обзор закончим. Тут, сами понимаете, пилить больше как бы и нечего. Все шикарно, отлично работает. Меня даже пилка удивила. Я думал, ей будет очень тяжело пропилить сосну на такую вот глубину 62 миллиметра. Но нет, она идет и идет довольно неплохо. Все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч, до новых видео. Ты заходи, если что.